Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии сегодня все больше людей теряют деньги из-за автоматического продления договоров на мобильную связь. Операторы продлевают контракты, если уведомление о расторжении подано поздно или в неправильной форме. Даже если, кстати, клиенты, то есть мы с вами уверены, что отказались от услуги. Фридрих Мерц заявил, что потребитель в Германии слишком часто оказывается слабой стороной, а Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе поддержала идею создания совершенно новых единых правил Европейского Союза, чтобы компании не зарабатывали на невнимательности клиентов. И это еще не все. В Германии управляющие компании домов рассылают письма, которые могут привести к крупным доплатам и долгам, если на них вовремя не реагировать. Из-за перехода на электронные порталы многие жильцы пропускают важные уведомления, и последствия становятся для них финансовыми. И напоследок, сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о запуске новой, беспрецедентной и важной программы. Проект «Хранилище» для создания стратегических запасов редкоземельных металлов и снижения зависимости от Китая. Германии приходится искать новые источники не только газа в Персидском заливе, но и стратегических металлов, тогда как Европа остается между Соединенными Штатами Америки и Китаем без собственных резервов. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии многие уверены, что мобильный договор можно отменить так же просто, как и подключить. Написали заявление, отправил письмо и все. Но именно на этом моменте тысячи людей ежегодно теряют деньги, потому что договор формально продолжает действовать, даже если человек уверен, что давно от него отказался. Типичная ситуация выглядит так. Контракт на мобильную связь заключается, вы знаете, на 2 года. Проходит время, человек перестает следить за датами, потому что связь работает, счета списываются автоматически. В какой-то момент он решает сменить тариф, или оператора отправляет запрос на расторжение и считает вопрос закрытым, а через месяц видит новый счет, потом еще один, и только тогда выясняется, что договор продлился автоматически, потому что уведомление было подано слишком поздно или не в той форме. Так произошло и с 41-летним Андерсоном из Кёльна. Он был уверен, что отправил отказ вовремя, потому что нажал кнопку расторжения в личном кабинете. Но оператор же считал это не как полноценное уведомление, а как предварительную отметку. В результате контракт продлился еще на год, и Андреас продолжал платить почти 40 евро в месяц за тариф, которым уже не пользовался. Возврата денег не было, но с точки зрения договора все оформлено правильно. Есть и другая распространенная история. 27-летняя София из Мюнхена сегодня согласилась на выгодное предложение от своего оператора, то есть немного больше интернета за ту же цену. Она не обратила внимания, что вместе с этим предложением меняется и дата окончания договора. Старый контракт заканчивался через несколько месяцев, а новый автоматически запустил отсчет еще на 2 года. Когда София попыталась отказаться, ей объяснили, что срок уже пошел заново. Сейчас проблема в том, что операторы действуют только по тексту договора, а не по намерениям клиента. Если человек не уложился в срок, неправильно оформил то же уведомление или не заметил изменения условий, это считается его ответственностью. Деньги списываются законно, даже если абонент искренне уверен, что давно все отменил. Особенно тяжело это бьет по тем, кто редко меняет тарифы и не привык читать длинные договоры. Многие пожилые люди, пенсионеры Германии платят за мобильную связь годами больше, чем нужно, просто потому что боятся сломать что-то и не проверяют условия. Например, 65-летний Ханс из Саарбрюкена рассказал, что платит за контракт почти 50 евро в месяц, хотя пользовался только звонками. Договор несколько раз продлевался автоматически, и каждый раз он узнавал об этом уже после списаний. Фридрих Мерц с трибуны открыто говорит, что потребитель в Германии слишком часто оказывается слабой стороной, потому что правила вроде бы законные, но очень запутанные. Он настаивает на том, чтобы условия расторжения были более понятны. Урсула фон дер Ляйен в Евросоюзе поддерживает идею создания новых единых правил для всех стран Европейского Союза, чтобы у оператора не было возможности зарабатывать на невнимательности клиентов. Также в Брюсселе признают, что автоматическое продление и сложные процедуры расторжения стали источником постоянных конфликтов между людьми и компаниями. Следующая новость одна из самых важных. В Германии собственники квартир и арендаторы нередко получают от управляющей компании дома разные письма, от простых уведомлений о собрании до требований об оплате. Но сейчас в Германии есть несколько типов писем, которые могут привести к реальным денежным потерям и росту коммунальных платежей, если на них не реагировать вовремя. Один из таких примеров – это, внимание, письмо об изменении коммунальных платежей.
то есть годовой отчет, в котором управляющая компания сравнивает фактические расходы на воду, отопление, вывоз мусора и другие услуги с предоплатами жильцов. Если фактические затраты выше, чем предоплата, жильцу приходит требование доплатить сотни, а иногда и тысячи евро за прошлый год. Приведу вам пример из жизни. 67-летний Петр из Ганновера рассказал, что в этом году получил доплату за отопление на 1350 евро, хотя считал, что исправно платит ежемесячные взносы. Он был уверен, что переплата покрывает все расходы, но ошибка оказалась в данных о расходе тепла, которые управляющая компания неверно учла в прошлом году. Другой опасный документ – это уведомление о ремонте или модернизации с требованием взноса. В Германии собственники квартир в многоквартирных домах платят за крупные ремонты своей части дома. Если дом решает обновить крышу, например, или фасад, или систему отопления, управляющая компания рассылает письма с расчетом доли каждого собственника. Вот нашел для вас совсем свежую историю. 54-летняя Лаура из Франкфурта получила требование доплатить 4200 евро за замену лифта. Она думала, что выплаты уже включены в коммуналку, но оказалось, что эти работы оплачиваются отдельно. Письмо о сумме пришло за 2 месяца до срока, и Лауре пришлось брать кредит, потому что она не успела накопить. А теперь, сегодня особое внимание нужно уделять уведомлениям о задолженности. Если человек пропустил платеж за коммунальные услуги или взнос в собственный ремонтный фонд, сначала приходит первое напоминание, если его игнорировать, за ним следует второе и третье письма с начислением пени и, в крайнем случае, уведомление о передаче даже дела в службы по взысканию задолженности. Сразу пример из жизни. 39-летний Марвин из Берлина однажды пропустил срок оплаты за вывоз мусора. Первое письмо он не заметил, второе пришло на электронную почту, которую он также давно не проверял. Третье письмо означало, что долг вырос почти на 200 евро, и вопрос пришлось решать в официальном порядке. Исторически такие письма, вы знаете, стали значимым элементом повседневной жизни в Германии, потому что коммунальные услуги и содержание дома регулируются подробно, а ответственность за расчеты лежит на каждой стороне. До 2000-х годов большинство коммуникаций шло по бумаге, и люди получали письма лично по адресу в почтовый ящик. Сейчас многие управляющие переводят уведомления в электронный формат через свои онлайн-порталы. Это удобно, но если человек давно не проверял аккаунт, он может пропустить важное уведомление, и последствия будут именно финансовыми, а не формальными. В итоге нам с вами сейчас очень важно понимать, что в Германии есть обычное уведомление, которое можно пропустить без серьезных последствий, но есть письма, к которым нужно относиться серьезно, то есть это годовые расчеты коммунальных расходов, требования о взносах за ремонт и официальное напоминание о долгах. И теперь вы понимаете, что игнорирование таких писем чаще всего приводит к реальным денежным потерям. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Соединенные Штаты Америки объявили о запуске программы «Проект хранилища». Цель простая – это накопить стратегические резервы редкоземельных металлов и уменьшить зависимость от Китая, который сегодня контролирует основную часть мировой добычи и переработки этих элементов. Для справки скажу, что редкоземельные металлы используются в электродвигателях, аккумуляторах, ветряных турбинах, промышленной технике и электронике. Без них даже невозможно производить, например, мощные магниты и точные датчики. А мы с вами понимаем, что для Германии это особенно важно, поскольку автомобильные концерны и машиностроение в высокой степени зависят от этих поставок. Приведу сразу одну историю, тоже из жизни. 52-летний инженер из Штутгарта Петр работает на заводе по производству электродвигателей. Он рассказывает, у нас есть линии сборки, электроника, но без магнитов и редкоземельных металлов производство может серьезно замедлиться. А я напомню вам, что исторически Европа сократила собственную добычу еще в 1990-2000-е годы, так как она считалась дорогостоящей и экологически сложной. Производство перенесли тогда в Азию, и сейчас зависимость Европы от внешних поставок стала стратегической слабостью. С запуском проекта хранилища Соединенных Штатов Америки планируют закупать металл напрямую и создавать государственные запасы. Но для нас с вами, а точнее для европейской компании, это означает рост цен и появление новых экономических рисков. Если американцы заберут значительную часть поставок, Германии придется искать металл на мировом рынке по более высоким ценам. То есть Фридриху Мерцу придется ездить и искать не только новые поставки газа, как в последней поездке в Персидский залив, но и искать поставки редкоземельных металлов. Мы с вами видим, что сегодня Китай сохраняет контроль над добычей, Соединенные Штаты Америки создают собственные резервы, а Европа находится между двумя крупными рынками без собственного запаса. На этом пока все. Спасибо за просмотр.